Гениальная новость, это примерно как, она мне знаете, что напоминает? Это касается валютных резидентов России и касается криптокошельков. Если помните, когда-то один из способов, депутаты, короче говоря, делают так, чтобы, видимо, по миллиону завозили в месяц, пытаются это оправдать какими-то там рабочими руками мигрантов, да, в основном из одних и тех же стран, таких радикально исламских, не близких даже по культуре, никаких интеграций не проводится, просто по миллиону завозят, словно специально диверсия, чтобы были столкновения по национальному признаку. Они самые обычно такие, да, эмоциональные, то есть на этом часто спекулируют. Вот. Но эта спекуляция почему-то со стороны Госдумы веет. Вот. И обычно они говорят, что Собянин выдал, что они должны вносить себя в списки. На фоне того, что идут преступления, адское количество, тяжких, особо тяжких в отношении несовершеннолетних. Он говорит, надо бороться так, надо, чтобы они в списках были. Вот они должны сами себя в списки внести. И я тогда подумал, почему врача ему не вызывают? Ну, преступник не станет вносить себя в список. А если станет, то это все равно не поможет от преступления. Ну, потому что он... Или он должен, совершив преступление, как подпись еще оставить на теле, а просто что... Ну, еще раз, это Собянин, понимаете, он из Тюмени. Вы гляньте, там какие дома, подъезды, и вы поймете, что тяжело ему. Тяжело ему, так сказать, до унитаза дойти, видимо. Но делиться своими мыслями ему легко, потому что он не может оценить уровень странности своих мыслей, видимо. Но, ладно бы он был один, как говорится, да, ну, в семье не без Собянина. Но ведь что следующее, вот смотрите, опять новость. Всех россиян и валютных резидентов России собираются обязать уведомлять ФНС об иностранных криптокошельках. Так, я для тех, кто вообще не сталкивался, криптокошельки создают. Его создать 5 секунд, прям очень быстро. Для того, чтобы не уведомлять. То есть его единственный смысл в том, что ты держишь деньги, об этом никто не знает. Там нет твоего имени, опасность есть. Если большие деньги, то тебя помучают какие-нибудь преступники. И ты им сам расскажешь пароль, они переведут деньги, и ты даже на них в суд не подашь, и в полицию не заявишь, потому что ты не докажешь, что это твои деньги. Недоказуемо. И смотрите, какой простой способ. Просто владельцы кошельков должны сами рассказать, что этот кошелек ему принадлежит. Понимаете, как замечательно. Мне вообще нравится вот этот подход. Но силовые структуры Российской Федерации, они все время идут, ну, такой нестандартный подход. То есть они все время ждут, что преступники сами начнут, наконец, создавать свои списки преступников. Лучше, чтобы сами, мне кажется, в тюрьмах надо делать какие-то дни открытых дверей, чтобы они сами заходили и выбирали места получше у окна, наверное, да, как истинные джентльмены, которые удачи. Но, тем не менее, это следует из подготовленного, то есть они это всерьез, с умным видом делают, ну, я просто им помочь надо как-то, они не понимают чего-то. Это следует из подготовленного правительством законопроекта, уведомить налоговиков нужно будет, черт побери, извините, но просто кошельки у них единственная ценность, они опасные, ты рискуешь, тебя будут грабить, просто на тебя нападут, и ты не сможешь, тебя полиция не сможет защитить, вернуть тебе деньги. Единственный плюс, то, что там нет имени, то, что ты не сообщаешь, что это твои деньги, то есть они неуловимые. Но ты должен пойти и сообщить, что они твои. Нахрена тогда эти риски, хочется спросить. Да и вообще, кто после этого к тебе придет? Да? Тоже вопрос возникает. Вот это кошелек, теперь еще и знают, что это твой кошелек, ты вроде уведомил. А вот интересно, в этом случае они все равно не несут ответственности за твою жизнь, да? То есть ты пойдешь, сообщишь, завтра тебе утром уже с паяльником стучаться к тебе в гости. Паяльник очень помогает вспомнить шифр, даже не заглядывая в шпаргалку. Я просто, это уникально такое сообщать. Уведомить налоговиков нужно будет по месту учета в срок не позднее 1 месяца со дня открытия или закрытия блокчейн кошелька. Кроме, я просто, слушайте, индонезийским бандитам расскажите, там особенно активно формируются организованные преступные группы, которые мучают людей, там пытают прямо адски, чтобы они рассказали пароли от своих кошельков. Черт возьми, подкиньте им идею. Чтобы просто как-то договорились, чтобы с таможенниками, чтобы при въезде в страну куда-нибудь на Бали отдыхающий, чтобы он просто рассказывал, какой у него кошелек. А лучше, чтобы сразу пароль говорил. Для надежности, так, чтобы вы встречались, здравствуйте. Вам будет надежнее, если вы скажете пароль. Вот. И тогда вы не узнаете, насколько хорошие у нас паяльники. Кроме уведомления, резидентов обяжут представить отчет. Я просто уже была эта история, когда людей обязали давать всю свою информацию. Потом Ильман Мехтиев, это глава НАПКИ был в те времена, сейчас не знаю. Это коллекторское агентство. Люди должны были в госуслугах всю свою информацию. Ну, просто вот сделали так, что ты не можешь, там, добившись, если нужно что-то сделать, госуслуги прям привязаны к твоей жизни. Я и с людьми общался, и прямые эфиры проводил, давно было на эту тему. А потом вот этот Мехтиев, как обычно, друг из ближнего зарубежья, почему-то занимающий серьезные посты по мучениям людей, которые, по его мнению, что-то там ему должны. Я еще раз, коллекторы, да, эти. Там много было страшнейших преступлений с ними связанных. Он пролоббировал, чтобы эта информация уходила третьим лицам. Им. Вот этим коллекторам. И потом волна мошенничеств. И у мошенников была полностью информация людей, конфиденциальная. Совпала, как сказал Ильман Мехтиев.
Ну, он, правда, не буквально так сказал, он сказал, будьте осторожны. Ну, вот как обычно полиция предупреждает, будьте осторожны. Сначала расскажите нам всю информацию о себе, очередно о своих кошельках, а потом, когда паяльник надо будет изымать хирургическим путем, будьте осторожны, понимаете? Как в фильме «Кавказская пленница», а он не может сесть. В общем, такая новость. Короче говоря, извините, мне кажется, что это какая-то первоапрельская шутка, которая не поспела к 1 апреля. О том, что кошелек, который существует только для того, чтобы ты не мог до него добраться, чтобы государство тебя не заморозило, там, не знаю, по каким-то своим целям, я не знаю, может быть, ты преступник, может быть, ты порядочный человек, но тебе понавешали какие-то мехтивы, каких-то своих, там, значит, выковыренных долгов. Мне пенсионеров вешают, социалку забирают, потому что там снимаются ярлык социальных выплат, если ты просто у себя внутри счета что-то куда-то перевел, и грабят людей направо и налево. Я, кроме слова грабеж, не могу подобрать другое, я это так воспринимаю. И если человек будет пытаться теперь спрятать, кстати, у некоторых, мне попадались пенсионеры, которые поехали от этой прекрасной жизни в жизнь похуже во Вьетнам. Ну, просто смотришь ролики, очень интересные. Они говорят, а как деньги с пенсии? Они перекидывают через криптокошельки. А теперь надо кому-то рассказать, левому какому-то деятелю, куда-то пойти, сообщить еще раз. Понимаете, когда у вас сопрут эти деньги, вам даже, вы пожалуйста не сможете. Вы скажете, а я ходил вот к официальному лицу, а оно скажет это лицо. Что, ну ладно, и что, ну ходил, я же никому не отдавал эту информацию. И что, и как проверить? И все, и деньги начнут утекать. Ну просто официально требуют, чтобы вы рассказали о том, о ваших накоплениях. У меня нет слов, короче, не знаю, пишите. Может быть, я что-то неправильно понял, но на меня это как произвело впечатление. Ну, не знаю, ну, может быть, преступники. В конце концов, когда начнут преступники вносить себя в списки преступников, тогда, наверное, и люди, которые пытаются спасти свои не столь крупные накопления, начнут рассказывать, где они их пытаются спрятать. Увидимся.